Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот бабочки красавицы. У данной бабочки фигурное туловище, ножки вот с такими миленькими пяточками и узорчатые крылья. В длину данная игрушка получается 35 сантиметров. Это если считать от головы и до конца ножек. Ножки, ручки и усики вязаны по ходу вязания, пришивные только крылышки. Более подробно о данной игрушке я говорю вот в этом видеообзоре. А сейчас давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такой бабочки. Плюшевая пряжа. На этот раз у меня основным цветом будет вот такой вот голубой под номером 80315. Далее ручки, вот они идут другого цвета, будут вот такого вот фиолетового темного цвета под номером 80328. Крылья и усики будут оранжевого цвета под номером 80316. Так, из пряжи это все. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Далее понадобится вспомогательный крючок меньшего размера. У меня это под номером 2. Им же мы будем еще вязать усики. Далее нам понадобятся ножницы, маркеры для отметки новых рядов, глазки черного цвета. У меня это размер, точно не помню, либо 15 миллиметров, либо 14. Но здесь не важно, можно и 14, и 15 миллиметров, можно и 10 миллиметров использовать на безопасном креплении. Далее нам понадобится небольшой кусочек белого фетра. У меня это не чисто белый, попался молочного цвета, но лучше, если будет чисто белый, будет красивее. Для вот этих вот кружочков, белки. Эти кружочки, они получаются такими овальными и в длину где-то 3,5 сантиметра, в ширину где-то 3 сантиметра. Так, далее нам понадобятся реснички, у меня вот такие вот ленточные. Понадобится носик, у меня вот такой вот он розовенький на безопасном креплении, бархатный. Носик можно вышить розовой пряжей, плюшевой или не плюшевой. Я сюда не положила, еще понадобится небольшой кусочек неплюшевой пряжи для вышивания ротика. И еще и ленточку сюда не положила, чтобы завязать вот такой вот бантик. И еще нам понадобится швейная нить, швейная игла с большим ушком. Также нам понадобятся вот такие вот украшения, чтобы украсить крылья. Да, кстати, вот со спины крылья выглядят вот так. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Обращаюсь к новичкам и гостям моего канала. Перед вязанием обязательно посмотрите два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа», и второе вязальное видео «Шпаргалочка». Там вы найдете для себя очень много полезного, которое пригодится при вязании данной игрушки и при вязании вообще всех игрушек. Ссылочки на эти видеоролики я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу в цвет ручек, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду провяжем 6 прибавочек, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12.
Провязали, отмечаем новый ряд маркером и следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 6 убавочек подряд. То есть провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. И так повторим 6 раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, новый ряд отметили. Наполним наполнителем. Ручка будет наполнена только в этой части, и то не сильно плотно, даже можно сказать совсем не плотно. Продолжаем наше вязание. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд начинаем с 2 прибавочек подряд. Так, в первую петлю вяжем 2 столбика без накида. Это у нас первая прибавка. В следующую петлю также вяжем 2 столбика без накида. Это будет у нас вторая прибавочка. И до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вместе эти вот 2 ряда 3 столбиками без накида. Второй столбик без накида и третий столбик я привяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более таким аккуратненьким. На конце у нас 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли рабочей нитью и крайнюю петлю вот так вот сверху заводим, снизу выводим, подхватываем рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас 3 петли, провязываем их все вместе, протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, который прячем вовнутрь ручки. Итак, первая ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же и переходим к вязанию ножек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующем ряду вяжем 7 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс
1 убавка. Такую комбинацию повторим еще 3 раза. И закончим этот ряд 2 столбиками без накида. Отмечаем новый ряд маркером. В этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Здесь мы пропускаем 4 петли по ряду и уже в новом ряду в первую петлю вяжем столбик без накида. Провязали, на эту петлю можно повесить маркер. Далее до конца ряда вяжем еще 9 столбиков без накида. Для начала тут провяжем 6 столбиков, потом будем по цепочке. Итак, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 4 столбика без накида провяжем по цепочке. Подхватываем стеночку петли, именно не переднюю, а вот заднюю. Один столбик без накида. Второй столбик без накида. Третий столбик без накида. И четвертый столбик без накида. В следующем ряду вяжем 5 убавочек подряд. Вяжем по 2 петли вместе за передние стеночки. Повторим так 5 раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 5. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик чуть-чуть подлиннее, чтобы этим хвостиком стянуть вот это вот отверстие. Как стягивать отверстие, я об этом подробно говорю и показываю в моей вязальном видео шпаргалочке. Ссылочка в описании под видео. Итак, отверстие стянули, протянули этот хвостик во внутреннюю сторону ножки и фиксируем узелочком на любой стеночке подходящей петли. Далее продолжаем наше вязание. Берем ту же пряжу и будем вывязывать 8 столбиков без накида вот по этому краю. Начнем вот с этой вот стороны, вот с этого углубления. Вот здесь вот где-то зафиксируем ниточку соединительной петлей.
Далее вот идет петля, вяжем первый столбик без накида, далее вяжем второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый столбик без накида. Вот в этом промежутке, чтобы не было у нас дырочек, мы сейчас 2 петли провяжем вместе. То есть заводим крючок, подхватываем рабочую нить. Далее здесь вот у нас была цепочка из воздушных петель и остались непровязанные передние стеночки петель. Заводим крючок за переднюю стеночку первую. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это у нас 5-й столбик без накида. Далее вяжем 6-й столбик без накида, 7-й столбик без накида. И здесь мы провяжем уже 3 петли вместе, а точнее с этой вот петлей будет 4 петли на крючке. То есть за переднюю стеночку подхватываем, протягиваем рабочую нить. Далее здесь вот в вязании в любом месте в удобном также заводим крючок, подтягиваем рабочую нить и заведем крючок туда, где мы вязали в начале ряда соединительную петлю. Итак, на крючке у нас 4 петли, провязываем их вместе. Слегка вытянем петлю, на этом этапе наполним наполнителем. Ножка, так же как и ручка, будет наполнена только вот в этой части. И также наполняем ее совсем не плотно. И продолжаем наше вязание. Следующие 15 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Ножку наполнителем больше не наполняем. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вот эти вот 2 ряда вместе 3 столбиками без накида. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий вяжу крючком меньшего размера. На конце у нас 3 петли, подхватываем сначала 2 петли, затем третью петлю, протягиваем рабочую нить на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе, протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, и этот хвостик прячем вовнутрь ножки. Первая ножка у нас готова, вторую ножку вяжем точно так же. Далее свяжем усики. Берем плюшевую пряжу цвет усиков, крючок меньшего размера, у меня, допустим, это под номером 2, и набираем 2 воздушные петли. Вяжем, не натягивая рабочую нить, то есть вяжем слабо. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду провяжем 6 прибавочек, то есть провяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд провяжем без изменения 12 столбиков без накида.
Провязали. В следующем ряду провяжем 6 убавочек подряд. То есть провяжем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 6 раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, плюс 1 убавочка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 5. Далее вяжем без изменения в каждом ряду по 5 столбиков без накида. Правда, сколько рядов я не считала, вяжем просто длиною 7 сантиметров, чтобы был усик. Чтобы вот эта вот часть усика была длиною 7 сантиметров. Провязали. Далее протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Первый усик у нас готов, второй усик вяжем точно так же. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Бабочка-красавица». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!